Всем привет! Я потратил 100 дней и более 500 часов на создание своей игры. И хоть мои успехи являются скромными, но я готов тебе о них рассказать. Так что заваривай чай и готовься слушать. Все началось 4 месяца назад, когда я впервые запустил Unreal Engine 5. И уже тогда, как каждый уважающий себя начинающий разработчик, начал делать игру мечты. Конечно же, без каких-либо знаний, зато с кучей амбиций и планов. Переполненный мотивацией, я тратил дни напролет, изучая базу движка и погружаясь в него все глубже и глубже, пока не достиг дна. Дна в своей личной жизни, потеряв реальную работу и почти все социальные связи. Но это никак не помешало моему внутреннему гению реализовываться и тратить все свободное время на дрочку. Кстати, да, забыл упомянуть очень важную деталь своей биографии. Я не играю в игры за своего СДВГ. Я их разрабатываю. И начав, меня уже было не остановить. Первые 2 недели игра медленно, но уверенно обрастала механиками. До одного злосчастного дня, когда весь мой проект просто сломался, и я больше не смог его ни запустить, ни откатить. Так как тогда я был еще молод и глуп, и не имея привычки делать резервные копии, я с гордо поднятой головой проебал результаты всех своих стараний. Это был день, когда я познал свое первое поражение, потеряв почти месяц упорного труда. Вместе с тем приобретя не только кучу навыков, а и ценнейший урок. Всегда нужно предохраняться. Ведь не зря все кругом твердили о том, что облачное сохранение версии своего детища — это чуть ли не самое важное, что нужно сделать перед началом создания своей игры. И мне хотелось бы сказать, что я гордо принял свое поражение и начал все заново, но нет. Я заныл и словил выгорание, которое привело к тому, что я чуть не забросил движок, так как уже в тот момент ко мне начала закрадываться мысль о том, что мои идеи нереально реализовать в одиночку, ведь они слишком скромные. Мне хотелось сделать хоррорный шутер, способный захватить всю геймдев-индустрию. По всем канонам начинающих инди-разрабов. К тому же в то время я играл в Lethal Company, которая стала идейным вдохновителем для всех последующих игр. Ведь если у него вышло, то выйдет и у меня. Так что отныне все идеи, которые я пытался и буду пытаться реализовать, будут иметь привкус леталки. Уж очень мне нравится атмосфера и концепт подобного френдслопа. А еще мне нравятся деньги, а у автора их много. И да, я тебе немного соврал, так как эти 100 дней я потратил не на одну игру, ведь это было бы слишком легко. Я решил, что удаление файлов игры было никак иначе, как посланием свыше. Так что, немного подумав, я, преисполненный озарением, словил выгорание еще раз. А еще такой внезапный поворот событий полностью поменял вектор моего движения. Идея одиночного хоррор-шутера каким-то образом переросла в еще более амбициозный проект. Ведь такое развитие событий можно было воспринять никак иначе, как знак того, что я взял на себя слишком маленькую ношу. Так что теперь я выбрал еще более сложный и мертвый жанр, а именно РТС шутер с уклоном на всякую неправославную поебень, по типу фонда СЦП с кучей аномалий и опасных врагов, где я хотел реализовать систему управления маленьким отрядом. Ведь как гласит древняя китайская мудрость, если у тебя не получается сделать одного персонажа, кратно увеличь их количество, ведь один точно да получится. Но это не точно. По планам управление юнитами бы осуществлялось с видом сверху, так как я хотел сделать упор на стратегию и тактику, ведь моя игра не для... Тем не менее, я не хотел лишать игру главной изюминки, а именно хоррор-составляющей, которая будет присуща и финальному проекту. И да, как ты уже мог догадаться, РТС не последняя моя попытка, но об этом как-нибудь позже. Благо уже к тому моменту моего базового понимания движка хватало на то, чтобы не ограничивать себя исключительно механиками из гайдов. Я мог относительно свободно реализовывать весь свой полет фантазий. По крайней мере, мне так казалось в тот момент. Сделать управление юнитами было хоть и сложно, но вполне себе реально, так как гайдов на ютубе было предостаточно, да и я не промах. Повторять за кем-то за 20 лет научился. Проблема уже этой игры была в том, что она мне изначально казалась недостаточно интересной, так как ей явно не хватало амбиций. Я на нее с первого дня смотрел как на дешевку, как полигон для теста механик и отрабатывания своих превосходных навыков. Прокрастинации. Да и в целом причиной ее создания был скорее не интерес создать игру мечты, а страх совсем забросить движок и забыть все те немногочисленные знания, которые у меня получилось усвоить. Дело в том, что меня всегда тянуло к созданию чего-то своего, но обычно на это не хватало ни терпения, ни навыков, ни денег. Но сейчас у меня по-прежнему ничего из этого нет. Но в этот раз я настроен решительнее, чем в прошлые 20 попыток. Ведь в этот раз я выбрал его. Ведь в нем есть блюпринты, значительно облегчающие обучение. Я к этому моменту видео уже сорвал голос. Мне болит горло, спасите. А обучался я не раз, но как видишь, ничему так и не обучился. Так, например, Unity у меня на очень долгое время совершенно отбил желание заниматься геймдевом, так как там кривая обучения
ползет раз в 10 медленнее, чем в блюпринтах Unreal. А это, как ты можешь догадаться, еще быстрее гасило временные всплески мотивации. На ранних этапах так и вовсе моим любимым движком был RPG Maker, который в свое время настолько мне полюбился, что изначально я собирался делать игру в его стиле. Но так как Unreal, особенно в новых версиях, не особо поддерживает 2D, пришлось терпеть и перейти на 3D. Ведь Unity к тому моменту я уже даже не рассматривал, потому что сложно, непонятно и зачем. Итак, вернемся к моменту, где я решаю сделать RTS-шутер. После создания управления юнитами я приступил к реализации их самостоятельного поведения, на манер RimWorld. Ведь по всем канонам негоже, чтобы в инди-игре юниты были тупее настоящих людей. Так что, не имея геймплея, так как это не самое важное, я начал наделять своих подопечных интеллектом, что у меня сделать получилось и даже вполне успешно, так как они сами принимали решение, что им делать в данный момент. Так, например, при потере хп они шли и тыкали на хилку. При отсутствии задач бесцельно бродили, а при наличии объекта для строительства шли его строить. Причем в случае, если ранения были не критическими, они отдавали предпочтение строительству. А если урон был выше их личной толерантности, бросали все и шли на условную койку. При этом система легко масштабировалась, и у пешек были черты характера. Правда, масштабировать ее было некуда, так как это банально все, что я сделал, прежде чем сделал основу игры. На чем разработка, собственно, и закончилась. Хотя сейчас мне кажется, что идея была гораздо перспективнее, чем то, что я делаю сейчас. Как минимум, можно было сделать свое Кенши, что было бы гораздо интереснее, но, извините меня, 10 лет свободных у меня нет, и бюджета тоже. Так что, ребят, не стесняемся, скидывай мне деньги на карту, я буду делать вам Кенши 2. Ха. Ладно, шучу, можете просто скинуть денег, спасибо. Так, потратив месяц, я вынес еще один важный урок. Всегда нужно делать дизайн-документ, или, по крайней мере, описать коротко корлуп игры, чтобы во время разработки был четкий план, ну или хотя бы ориентиры. Иначе процесс превращается в сущий ад. И, конечно же, после очередного провала последовал еще один период выгорания, продлившийся почти месяц. За это время я ни разу не открыл Unreal, но зато почти все свободное время тратил на ковыряние в блендере и в попытках научиться создавать свои 3D модели. Ведь использование ассетов для слабых, а я таким не являюсь. К тому же, умение моделировать сильно развязывает руки во время создания игры. Благо, тут процесс шел быстро, и автодом, который я решил создать, медленно, но уверенно обрастал деталями, а я сам чувствовал себя с каждым днем все увереннее и увереннее, что не могло не прибавлять мне мотивации. И что-то я совсем не говорю про игру, про которую обещал рассказать в самом начале видео. А все потому, что я на протяжении целых 2 лет скрывал этот шедевр от всего мира. Ну ладно, ее просто не существовало. И весь вышеописанный опыт можно считать за длительный, но необходимый процесс подготовки к следующему этапу, а именно непосредственному созданию проекта, над которым я сейчас и работаю. Этап 2. Игра мечты. К этому моменту прошла уже треть срока, а именно месяц, который косвенно был посвящен текущему проекту. Ведь все модели, созданные мною в Blender, так или иначе планировалось использовать в грядущем шедевре гейм-индустрии. Игра планировалась быть про автодом, но, видимо, хреново усвоив второй урок, я начал делать ее совсем не имея ни диздока, ни планов. Но у меня была идея, нет, даже цель. Я должен был создать игру про автодом, ведь я уже потратил целый месяц на создание этого самого автодома, блять, кто меня заставлял. Теперь пути назад не было, так что я начал уверенно делать вид деятельности. Каждый день я тратил по 5 часов на создание механик и их усовершенствование. И нет, история не закончится хорошо. Большую часть из этих 5 часов я просто прокрастинировал, лишь делая вид деятельности. Но тем не менее, меня было не остановить. Я загорелся идеей, и уже к концу 2-го месяца мой автодом научился ездить и подчиняться моим командам. Невероятно, да? И этого всего я достиг упорным трудом и кучей сил, потраченных зря. Ведь уже в следующем месяце мне пришлось все переделывать, о чем я уже рассказывал в этом видео и не особо хочется повторяться, просто для справочки я все проебал. Сделав все так, чтобы оно точно не работало ни в мультиплеере, ни в мире одиночной игры. И вообще не работало. После завершения создания самой важной механики, а именно передвижения, я не придумав ничего, лучше добавляю в игру плантации. Ведь лично я не представляю себе автодом без могучей ауры хиппи, прокуренными до мозга костей разной опасности веществами. Но нет, в игре не будет запрещенки. Ведь я не давал игроку возможность употреблять котиков, а просто дал возможность выращивать их, чтобы он мучился, созерцая прекрасный жизненный цикл не менее прекрасного растения, при этом не имея возможности вкусить плодов своей деятельности. Да, я зло воплоти, но что ты мне сделаешь? Ведь ты даже не можешь поиграть в мою игру, а я могу. Но я этого делать не буду, зато ты можешь окунуться в фантастический динамический онлайн-экшен. Хотя за рекламу мне никто не платил, так что все, что ты можешь сделать, так это просто перейти в мой ТГ и подписаться на него. А пока вернемся к моей игре. Растения можно было не только полить, увидев, как от удовольствия у них намокает почва, а еще и полноценно вырастить несколько видов семян. Но не собрать продукт, ведь это убийство, а это незаконно.
а я против незаконного. И чтобы добить твое моральное состояние, я сделал инвентарь, в который можно подобрать до 4 предметов, но не котиков. Что по задумке автора должно еще больше давить на игрока морально, ведь это уже не просто хоррор, это психологический хоррор. И почему в моей игре всего лишь 4 слота? Да потому что я за реализм, а у тебя 2 руки, значит 4 слота. И объяснений, почему именно так, не будет, потому что автор гений геймдизайна. К тому же инвентарь иногда работает криво, но у меня лапки, так что простительно. Далее я добавил тряску камеры, имитирующей дыхание персонажа, и приступил делать просто кучу разных деталей. Теперь при наведении на интерактивный объект он подсвечивается, чтобы ты точно знал, что сюда можно тыкнуть и даже нужно. Ведь все, что подсвечивается, имеет эффект срабатывания. Но не более, ведь я ютубер, и я должен делать вещи, которые только визуально меняют игру. Ведь все, что я делаю, так это только показываю и делаю вид, что это важно. А ты мне веришь и смотришь это видео. А я продолжаю лить воду, ведь я молодец. Следующим этапом было добавление открытого мира. Ведь все, что для счастья тебе нужно, уже есть, а значит, нужно масштабироваться. Конечно, пока что это не open world уровня No Man's Sky, но извольте, я только начал. И да, пока что пустовато. Но все потому, что в один момент я все же решил обратиться в аналы своей же истории и вспомнил второй вынесенный урок, а именно необходимость создания корлупа. И так как идей у меня не было, я спросил своего главного помощника, идейного наставника и просто хорошего парня, что он думает по этому поводу. Он похвалил меня, а значит я на верном пути. Поэтому реализую первое, что приходит в голову, а именно цикл дня и ночи, в котором днем все стабильно и хорошо, а ночью тебе пизда. А ночью из недр земли вылезают разного рода твари. Точнее сказать, одна единственная, вполне себе определенная тварь. Назвал я свое детище Скраул. И еще пару недель лениво делал ему логику поведения. И конечно же все прошло не без проблем. Первым препятствием стала смена времени суток, которую если делать красивой, то можно отказаться от половины FPS. Или же заплатить 40 баксов за плагин. Ссылка на мою банковскую карту в описании к видео. И все равно потерять 3 FPS, на что я был не готов. Так что сделал убогое, от слова непревзойденное перемещение солнца по небосводу, разделившее не только цикл на дневной и ночной, а и ознаменовавшее новый этап. Этап углубления механик. После того, как эта чувырла научилась преследовать игрока, мне пришлось научить его убивать, а также умирать. Правда, между этим я сначала сделал анимации в блендере, после чего выкинул их на помойку, потому что я обожаю тратить время зря. Но вообще я просто понял, что они должны быть процедурными, так как переделывать анимацию под скорость движения будет, мягко говоря, непрактично. Тем более, если захочу впоследствии ее поменять. А процедурными я их делать не умею, так что продаю душу дьявола и начинаю разбираться с этой темой. А тут уже и математика нужна, и физика, и химия. В общем, тебе не понять, дорогой зритель. Я же дни и ночи напролет сидел и копировал все с гайда одного мужика. А когда попытался усовершенствовать его, будем откровенно говорить, да? Не идеальный код сломал все к чертям. И не потому, что я тупой, а потому что... Я не знаю, блять. Все в теории должно было работать. Но это и не важно, ведь теперь игра похожа еще на более психологический хоррор, так как у единственного монстра паралич одного полушария мозга, из-за чего он уходит как инвалид, из-за чего страшно должно быть не только тебе, а и ему. Какой долбоеб сценарий писал. Далее я добавил в игру оружие, которым стало, угадайте что, правильно, лопата. Ведь именно ее наличием обуславливается успех Little Company. Ты только зацени эту прекрасную анимацию. Против такой красоты ни один враг не устоит. И да, анимации, я их тоже добавил в свою игру. Правда, пока что не подгонял их под персонажа, а просто вспоминал, как их вообще делать и заставлять работать. И тут меня смутило то, что держа предметы, которые, между прочим, к этому моменту я научился не только держать, а и кидать, у меня руки все еще остаются болтаться в воздухе. Но посмотрев на более успешных конкурентов, я решил, что в пизду это все. Игроки и так схавают. Также я внес изменения в машину. Теперь, чтобы ее завести, нужно вставить ключ. Правда, ключа нет, но это и не важно. Главное, что я уже добавил бесячую механику с топливом, по завершению которого автодом превращается в недвижимость. После чего в теории тебя съедают монстры. Но дабы избежать такой печальной участи, я все же соизволил дать возможность заправляться при помощи отходов жизнедеятельности скраулов или их яиц, как вам угодно, так как лор у меня пока что чуть слабее, чем The Last of Us 2. А теперь
теперь, когда я унизил все лучшие игры, которые я смог вспомнить, пора завершать видео, так как хорошего должно быть немного, а идеального еще меньше. Вот тебе мой ТГ, ну если ты забыл к концу видео. Жду тебя там с ежедневными отчетами про твои успехи, а пока вынужден откланяться. А теперь, так как прошлый я уже ушел, всем привет из будущего. Хочу сказать еще пару слов, ведь прошел целый месяц и планы на жизнь поменялись, так как мне пришлось вернуться на работу, потому что деньги у меня не бесконечные. И из-за этого, вероятно, разработка игры будет отложена на неопределенный срок. Но канал все еще будет жить и будет посвящен темам, смежными с геймдевом. Кстати, я завел Бусти, подпишитесь, пожалуйста.